Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник, главный редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Российские дроны атаковали терминал нефтебазы азербайджанской компании «Сакар» в Одесской области. Из этого вопрос, что стоит за ударами по объектам «Сакар» в Одессе и как это воздействует на энергетические, геополитические и экономические интересы Азербайджана, Украины и России? Собственно говоря, неудивительная история. Во-первых, все топливные объекты на территории Украины являются целью, потому что, собственно говоря, они снабжают энергетику Украины нефтью и газом. Так неудачно для Сакара получилось, что его объекты оказались на территории Украины. Возникает вопрос, собственно, что они там делали. А вот тут как раз интересно и действительно стоит поподробнее. Прежде всего, начнем, как ни странно, с нефтепереработки. Дело в том, что нефтепереработки у Украины не осталось практически никакой. Собственно говоря, эта история уходит корнями в глубокое прошлое. И не осталось ее еще, наверное, где-то с середины 2000-х годов, потому что нефтепереработка на Украине медленно угасала после того, как Украина практически окончательно порвала все связи с Россией и, соответственно, те нефтеперерабатывающие заводы, которые принадлежали на тот момент российским нефтегазовым компаниям и снабжались в основном российской нефтью, естественно, они перешли в собственность Украины, в основном в частные руки, делились, потом опять делились, соответственно, снабжать их нефтью было достаточно затруднительно, потому что собственная добыча на Украине мизерная, а вот найти надежные схемы поставок нефти на переработку оказалось достаточно сложно, потому что здесь не договорились, здесь украли, здесь положили на депозит, но потом это куда-то делалось, в общем, все как обычно. Поэтому переработка, конечно, была, а заводы там были неплохие, в принципе, достаточно крупные. Что-то перерабатывалось, потом заводы стояли, потом что-то опять запускалось. Собственно говоря, производить нефтепродукты в должном объеме для собственного снабжения, несмотря на, в принципе, кажущееся наличие мощностей по переработке, у Украины не получалось. А с началом СВО, когда, собственно, нефтебазы и НПЗ стали целями для российских ударов, с нефтепереработкой стало все совсем плохо, потому что, собственно говоря, они подверглись атакам, причем атакам серьезным. Лисичанский НПЗ в процессе штурма города Лисичанск вообще, наверное, сейчас восстановить вряд ли возможно. Кременчугский НПЗ получил уже столько ударов за это время, что вот после последнего удара, буквально в предыдущие сутки оправиться, наверное, ему вряд ли удастся, потому что, судя по фото-видеофиксации, горит он до сих пор, и зарево там на полнеба, и потушить пока не удается. В общем, с внутренней переработкой все нехорошо. Соответственно, Украина закупала или выпрашивала нефтепродукты у тех, у кого можно было попросить. Собственно, уже с 22 года Азербайджан, который всячески поддерживал Украину, заявил о том, что поможет с поставками нефтепродуктов, и, собственно говоря, нефти для переработки на тех установках, которые еще остались в живых, и, собственно, Азербайджан это обещание регулярно выполнял. Данных по этому поводу не так много, но, в принципе, мы знаем, что в прошлом году за полгода, во всяком случае, Азербайджан поставил на Украину более 400 тысяч тонн нефтепродуктов. Это за полгода. И надо отметить, что в прошлом году их было поставлено почти в 1,5 раза меньше, чем в 2003. Соответственно, объемы поставок из Азербайджана в 2003 году можете представить себе сами. То есть, в принципе, Азербайджан довольно качественно, уверенно и регулярно снабжал нефтепродуктами Украину для любых, собственно, целей, для каких она просила. То есть это был и дизель и для сельского хозяйства, и для военной техники, и бензин для реализации на территории страны, и мазут для тех электростанций, которые работают на мазуте. То есть, в принципе, там был практически весь спектр в довольно больших объемах.
Ну, а, собственно, хранились в том числе эти нефтепродукты вот на этой нефтебазе, поскольку приходили они морем. А в 22 году это было затруднительно, потому что тогда в Черном море довольно активно шли боевые действия, плюс ко всему не было тогда ни зерновой сделки, ни других каких-то обсуждений статуса Черного моря и судов, проходящих через него. Ну, а сейчас это все стало несколько легче. Война на море, если можно так выразиться, ну как-то несколько пригасилась, поэтому возить морем нефтепродукты из Азербайджана стало, в общем, практически безопасно. Ну вот, собственно говоря, они и приходили из Азербайджана морем, выгружались в Одессе и хранились на нефтебазе, которая, собственно, недалеко от Одессы и находилась. Ну вот, видимо, теперь они там храниться не будут, потому что, опять же, по сообщениям экспертов, вроде как поражены все резервуары, находящиеся на этой нефтебазе. Об их там полноте или пустоте говорить достаточно сложно, но сам факт того, что по практически всем объектам хранения был нанесен удар, вызывает вопросы, а как, собственно говоря, дальше можно Азербайджану возить, грузить и так далее, потому что, в принципе, портовая инфраструктура, которая позволяла бы принимать достаточно большие объемы топлива и их где-то хранить, у Украины, ну, не так уж и много. То есть вот фактически это был один из немногих объектов, который позволял это делать. Ну, надо сказать, что Украина получает также топливо из Польши и Литвы. Тут проблем несколько меньше, потому что возить проще, автотранспорт, железные дороги, все это довольно успешно пока работает. Но объемы Азербайджана, собственно, были достаточно большими и были большим подспорьем для Украины. Это что касается топлива. А теперь, что касается газа. Как мы знаем, у Украины есть проблемы с газом. Почему эти проблемы есть? История тоже очень долгая. Начинается она со сложных взаимоотношений с «Газпромом» еще в конце 90-х, начале 2000-х, но углубляться мы туда не будем. Отмотаем сразу до нынешнего года и вспомним, а если кто не помнит, тот узнает, что российский газ, который раньше, до фактически конца прошлого года, шел транзитом через Украину, с этого года транзитом через Украину не идет. Таким образом, Украина предприняла все усилия для того, чтобы отказаться от прямых закупок и транзита российского газа, то есть российского газа в виде именно российского на территории Украины больше нет. Газотранспортная система теперь этим газом не наполняется, транзитом в Европу ничего не качается, соответственно, украсть что-то или купить из этих объемов ничего невозможно, и теперь перед Украиной стоит проблема, где и как и на какие деньги найти газ. Вот, собственно говоря, она этим и занимается. Ну, если так вкратце, то, соответственно, сейчас Украина снабжается газом из Венгрии, Словакии, Польши. Ну, тут надо сделать небольшое пояснение, что газ это все-таки российский, потому что он попадает в эти страны через газопровод «Турецкий поток», идущий по дну Черного моря, проходящий через Турцию, дальше через Болгарию, там, Румынию и так далее, и так далее, и так далее. Вот этот российский газ оказывается в Венгрии или, соответственно, в Словакии, которая потом его перепродает Украине. Ну, что касается Польши, Польша закупает американский СПГ на терминале, превращает его в газ, ну, обычный, не сжиженный, по трубопроводам поставляет на Украину. Но Украина ищет другие источники поставок, потому что газ ей нужен. Почему ей нужен газ? Потому что после того, как вот эта отлаженная схема транзита газа через Украину и, соответственно, либо покупки газа у России, или воровства газа у России, ну, собственно говоря, с этого начались их проблемы с «Газпромом», этой схемы больше нет. А газ нужно где-то брать. Источники газа нужно искать, потому что, как заявила министр энергетики Украины, Украине нужно к началу отопительного сезона иметь как минимум 13 миллиардов кубометров. А сейчас в хранилищах и ну, собственно, в газотранспортной системе Украины, то есть она как бы не то чтобы канализационная труба, когда в туалете смыл, все стекло, и она пустая. Здесь технологический газ по-прежнему присутствует. В общем, если все посчитать, получается, что у Украины сейчас 5,8, почти 6 миллиардов кубометров.
Ну, а напомню, нужно 13. А законтрактовано, ну, как бы есть финансовые обязательства, которые позволят купить газ, ну, примерно еще миллиарда 3. Итого получается с большой натяжкой 9. Где взять остальные? Тут возникают две проблемы. Во-первых, их нужно на что-то купить. А денег у Украины своих нет, есть только кредитные, соответственно, Украина выпрашивает деньги у кого только можно, то Норвегия грантик какой-то даст, то вот тут недавно Европа подкинула денег, ну, опять же, в кредит. Ну, на весь объем газа не хватает. И второй момент, у кого же этот газ купить, потому что Венгрия и Словакия справедливо говорит, ну, вообще-то нам свои хранилища нужно тоже заполнять, у нас тоже есть перспектива того, что если у нас не будет накоплено необходимого количества газа, наше население тоже замерзнет. Поэтому вот мы с вами поделиться можем, а дальше, извините, график, нам нужно заполнять свои ПХГ. Ну, и опять же, труба не резиновая, даже из водопроводного крана, когда ты его открываешь, вытекает определенное количество воды в минуту. С газом та же самая история. Даже если Украина гипотетически найдет деньги на 4 миллиарда кубометров и гипотетически найдет тех, кто готов будет ей этот газ продать, прокачать его вот мгновенно до начала сезона будет невозможно. Поэтому, собственно, Украина ищет альтернативы, альтернативные варианты поставок и альтернативных продавцов. Вот одним из этих продавцов потенциально был Азербайджан. Почему был? Потому что переговоры о поставках азербайджанского газа на Украину ведутся уже не первый год на самом деле. Обсуждения начались фактически чуть ли не с 2022 года, рассматривались разные варианты, в том числе и до, напомню, момента, когда прекратился газовый транзит российского газа через Украину, даже такие варианты, как, например, поставки азербайджанского газа в Россию, а из России, соответственно, по ГТС Украины на Украину. Может быть, поставки даже не самого азербайджанского газа, а своповые поставки. То есть как бы Азербайджан договаривается с Россией и говорит: Россия, давай ты свои 2 миллиарда кубометров загонишь на Украину, а мы от своего имени наши 2 миллиарда поставим там тем потребителям, которым ты хочешь поставить, например. Не прокатило, не сработало. Значит, был вариант поставок газовозами. Но больно дорогой, сложный, никто не готов вписываться ради Украины в такие сложности. Был даже вариант строительства газовой трубы из Азербайджана чуть ли не напрямую на Украину по дну Черного моря. Ну, какой сумасшедший будет сейчас строить газовые трубы, да еще по дну Черного моря, да в условиях сокращения потребления газа в Европе, да еще и, собственно говоря, через то самое Черное море, которое частично завалено минами, а кое-где там стоят нефтегазовые платформы, где сидят то там российские спецы, то украинские диверсанты. В общем, тоже так себе мероприятие. В итоге договорились о следующем. Долго очень договаривались. Вот фактически, ну, летом этого года Украина с Азербайджаном договорились о следующем, что Азербайджан будет поставлять Украине газ по Трансбалканскому коридору. То есть это труба, которая идет, соответственно, из как бы из южного подбрюшья Европы, то есть из Греции, через Болгарию, через Румынию, Молдавию и заходит в Украину. То есть, соответственно, по этой трубе можно поставлять, то есть как бы изначально она работала в другом режиме, сверху вниз, если можно так сказать. Ну, собственно говоря, ее возможно запустить снизу вверх, то есть эта схема может сработать. Обсуждали тоже этот вопрос достаточно давно. Сначала не получалось, потому что те транзитные страны, через которые должен был пройти газ для Украины, они, конечно, Украину очень поддерживают, но, как и все в Европе, поддерживают морально. А вот когда зашла речь о стоимости транзита, то тут все выкатили такие тарифы, потому что как бы, ну, поддержка Украины – это одно, а собственный заработок – это другое. Поэтому долго не могли по этому поводу договориться. Но вот в итоге вроде все сложилось, и, собственно, с этого лета Азербайджан собирался начать тестовые поставки газа на Украину, то есть поставлять газовозами на терминалы в Греции, там этот газ, соответственно, разжижать, загонять в трубу и поставлять на Украину.
Но тоже не получилось. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал «Нефтекапитал». Крайне рекомендуем данное издание к прочтению. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч.